Так как же тебе это удается? Как же тебе удается преодолевать трудности? Ты должен быть самым усердным работником в этой комнате и не упустить ни одной возможности. В какой-то момент ты должен устать от того, что не можешь быть номером один. Ты должен быть таким и должен изображать злость, а я изображаю злость. Теперь я хладнокровен и спокоен в своем подходе, и когда я выхожу на свое поле, которое представляет собой съемочную площадку или что-то в этом роде, у тебя всегда будут ненавистники и ненавистники типа «ну черт возьми, чувак, сколько фильмов ты собираешься снять или сколько ты собираешься сделать? Как ты часто это делаешь?» Я говорю «да», потому что у меня есть честолюбивые намерения. Конечно же, почему бы и нет? Я мог бы это сделать. Да, мне нравится то, чем я занимаюсь. И не только это, но и в каком мире мы не работаем каждый день. Подготовка к съемкам – это то место, где персонаж становится ключевым для меня. Это просто всегда находить, в чем заключается якорь. А якорь заключается в том, чтобы вставать в 4 часа утра каждый день раньше всех остальных и основывать свой мыслительный процесс на том, что никто меня не переиграет. Никто и никогда не начинал все с этого. Я беру это дело в свои руки двумя руками. Тренажерный зал для меня – это физическая активность, для меня мой якорь. И я всегда, знаете ли, рекомендовал бы всем вам, ребята, находящимся в этой комнате, найти этот якорь. Будь то пеший туризм, езда на велосипеде, йога, медитация или что бы то ни было. Потому что для меня занятия в тренажерном зале или просто какая-то физическая активность являются основой моего дня, а затем позволяют мне продолжать работать до конца дня. Это гораздо больше, чем просто физическая близость. Да, это гораздо больше, чем просто набрать лишний вес. Это просто помогает мне сохранять равновесие. Это мой якорь, это мой духовный якорь, ментальный, потому что он позволяет мне делать то, что я хочу, и мы все нуждаемся в этом. Потому что на этой беговой дорожке жизни нет кнопки «стоп», так что это так безумно. Это просто позволяет мне отключиться от шума и прочистить голову, подумать о том, что мне нужно сделать или чего я должен достичь, или подумать о том, чего мне нужно достичь. Без наплыва информации и людей, пытающихся навязаться мне и больше. Совершенно верно. Единственное, что мне помогает, это помнить о трудных временах, поэтому перед тем, как произойдет что-то серьезное, я всегда улучшу минутку и просто напомню себе об этом. Все в порядке, меня выселили, когда я был еще ребенком. Мне было 14 лет. Нас вышвырнули с острова. Мы не могли жить на Гавайях, нам негде было жить, а потом, когда я переехал в Нэшвилл, случилось много дерьма. К тому времени, как мне исполнилось 16 лет, меня несколько раз арестовывали. Я должен помнить об этом, если бы я играл в этой команде, но прежде чем я зашнурую шнуровку, прежде чем я выйду на корт, прежде чем я буду играть в этих больших играх, прежде чем я пойду в Стейплс-центр, где есть история, там в Стейплс-центре есть исторические стены. Я бы запомнил это, и тогда это позволило бы мне присутствовать в настоящем моменте и понимать, черт возьми, все то, что меня окружает прямо сейчас. Именно об этом я и мечтал, когда был ребенком. У меня был ужасный выпускной год, нулевое производство, никаких приглашений в НФЛ, никаких приглашений на комбайн. Ничего, в конце концов, я перешел в команду CFL Calgary Stampeders, зарабатывающую $250 в неделю по канадским меркам. В то время мне пришлось отправить это домой своей жене. У меня совсем не было денег, так что я прекрасно это помню. Когда меня уволили из Канады, у меня в кармане было $7, и я всегда рассказываю эту историю. Так что теперь моя продюсерская компания стоит $7, а рекламное агентство $7. Все остальное стоит $7. Так что я всегда помню, что мне помогает держать трудные времена на переднем плане, потому что это позволяет мне пережить те важные моменты, когда я надрывал свою задницу. А вы, ребята, надрывали свою задницу. Это позволяет мне взглянуть на эти важные моменты с другой точки зрения, что это также делает и для меня, и опять же, именно это мне и помогает. Я каждый день прижимаюсь спиной к этой матери, я прижимаюсь спиной к этой стене, но я упираюсь вот в это, потому что это то, во что я верю. И когда я упираюсь спиной в это, мне некуда идти, кроме как в ту сторону. И я должен идти именно в ту сторону. И мне совершенно наплевать, кто стоит передо мной. Они меня не остановят. Так как же я сюда попал? Благодаря тому, что я был самым усердным работником в этой комнате. Единственное, что никогда не исчезнет, это то, что ты тащишь свою задницу в тренажерный зал. И выполняешь работу, которая произойдет, когда тебе будет 3040, 5060, которая никогда не исчезнет. Ты либо говоришь, что с меня хватит, либо что бы там ни происходило. Это временное явление, и в какой-то момент оно заставило меня подняться. Но я не собираюсь упускать эту возможность, не выложившись полностью. Мой отец приехал на своем пикапе в 4 часа утра и забрал меня в Майами из Тампы. Мы жили в маленькой квартирке в Тампе. Он поехал на своем маленьком пикапе в Майами, чтобы забрать меня, когда меня исключили из CFL. Я ехал по I-75 до I-75. Особенно похоже на аллею аллигаторов во Флориде. Я никогда этого не забуду. Сейчас уже 4 часа утра. Я ухожу из дома. Я готов сразиться
сражался со всем миром, чтобы добиться того, чтобы мои мечты и цели были разрушены к 2223 годам, а теперь мне нужно вернуться к своим маме и папе. Тем не менее, я играл в отличных командах. Подожди минутку, это не должно было стать моим будущим. Предполагается, что прямо сейчас я должен быть в НФЛ. Предполагалось, что я заработаю много денег и куплю своим родителям деньги на то, чтобы я заботился о своей жене, но этого так и не произошло. Так что я вытащил свой бумажник. Я подумал, ну что же, дай-ка я посмотрю, сколько у меня денег. Я открыл его и открыл. У меня была 5 единицы из сдачи. Меня сейчас нет поблизости, и хорошо, что я округлил сумму до $7, но я подумал, боже мой, вот и все, у меня в кармане $7. Куда же мне теперь идти? Что бы мне делать, если бы мне нужно было добиться успеха в чем-то, чего я хотел бы добиться в этом мире Голливуда, кинопроизводства, продюсирования и развлечений? Я должен был взять на себя обязательства, чтобы ты взял на себя обязательство сделать что-то, чтобы достичь поставленной цели. Они спросили, чего ты хочешь достичь? Я сказал, что хочу изменить мир к лучшему. Я хочу изменить мир к лучшему и хочу, чтобы Уилл Смит сделал карьеру, и я сказал это с уважением, потому что знаю, что он здесь, в этом агентстве, вместе с нами. Я хочу сделать это масштабнее и лучше, и у меня все еще были эти ребята, которые все еще прилагали к этому тяжелую работу своими 2 руками, вот и все. И именно к этому все сводится и с вами, ребята. Нет ничего такого, чего бы ты не мог добиться, чего бы ты не смог добиться. Я пережил свой первый приступ депрессии. Мне было 18 лет. После этого, по-моему, мне было 23 года. А потом я развелся. Так что это был очень полезный опыт для меня. Терапия действительно помогла мне в этом. Как только я понял, что, во-первых, я не одинок, когда дело доходит до душевной борьбы, и что мы все проходим через это. Потому что в детстве жить в таком доме, как у моего отца, было непросто. Поэтому делиться чувствами и эмоциями у меня не было этого. Поэтому я держал все в себе. И к тому же я был единственным ребенком в семье. Я принадлежал к сильному молчаливому типу людей. А тем временем здесь происходило очень много всего интересного. Для того, чтобы я стал тем человеком, которым являюсь сегодня, к счастью, один из них был тем, в ком я не одинок. Но с другой стороны, это как бы сторона А, сторона Б, и может быть самая важная сторона – это общаться, говорить и выкладывать все на чистоту. Речь идет о том, чтобы быть уязвимым, о силе быть уязвимым и о чем-то таком, чего мы избегаем, особенно мужчины. Мне нужно поговорить об этом с тобой. Мне нужно поговорить об этом с тобой. Мне нужно поговорить о своих проблемах, своих страхах, своей депрессии, и все будет хорошо. И поэтому я не только нормально отношусь к этому, но иногда мне действительно нравится иметь возможность высказывать свои мысли. Особенно если я публично говорю об этом и о том, насколько это важно. Так вот в чем заключается самая сложная вещь, о которой я думаю, когда мы все проходим через это. За последние пару недель я понял, что хорошо исследовать эти чувства, чувствуя себя немного виноватым. И у меня не было возможности сказать то, что я хотел сказать. Или я хотел бы, чтобы он сказал мне то, что я хотел. Как отец, а теперь и как отец 3 дочерей. Я не получил от него тех важных критических вещей, которые нас связывают. И это нормально, исследовать эти чувства. Но также очень важно исцелиться, чтобы убедиться, что мы вернулись к прочному фундаменту благодарности. Я испытываю огромную благодарность за то, что мне удалось пережить вместе с ним. Но я бы сказал, что моя трудовая этика унаследована от моего отца. Мой папа тоже всегда говорил, что независимо от того, чем ты занимаешься в жизни и куда идешь, уважение будет оказано тогда, когда оно заслужено. И ты должен выходить на улицу и зарабатывать его каждый божий день. Важность и сила того, чтобы найти свою индивидуальность и быть верным тому, кто ты есть, даже в этом диком мире профессионального рестлинга, по-прежнему применимо ко всем присутствующим в комнате, и насколько мощным это может быть, потому что это был настоящий момент сдвига и щелчка. И я никогда не оглядывался назад, и я стал, к счастью, самым большим нарисуй все, что когда-либо видел бизнес. По-настоящему слушай, например, становись действительно хорошим слушателем, и мне потребовалось много времени, чтобы понять это, и насколько это важно. Потому что, когда ты становишься хорошим слушателем и действительно слушаешь своего партнера в этих отношениях любви и духа, о которых ты говоришь, тогда по своей сути ты становишься более чутким. И когда ты становишься более чутким, тогда ты просто понимаешь свою жену и своего партнера на более глубоком уровне, на более высоком уровне. А кроме того, у тебя появляется еще и более высокий уровень признательности. Я хочу поговорить об этих мелочах, о том, как по-настоящему быть в настоящем моменте и присутствовать при этом, и о том, как это важно. И поэтому я хочу быть еще более настоящим, потому что все остальное, что я чувствую, слава, почести и все такое прочее, это потрясающе. Но все это приходит и уходит. Такого рода связь, то, что у меня есть с моей семьей, моими дочерьми и подобными людьми, значит для меня все. Я до сих пор вижу каждую возможность, которая у меня есть, как маленькую трещинку в стене, маленькую царапину. И это почти похоже на то, как будто каждая возможность представляет собой нечто подобное. Царапина олицетворяет собой каждую возможность. Поэтому успех по ту сторону царапины – это свет. Царапайся изо всех сил, царапайся когтями, копай глубже. Именно такой у меня склад ума, по-настоящему использовать в своих интересах каждую представившуюся мне возможность. Для того, чтобы не пропускать следующее видео и порцию мотивации, нажмите на колокольчик и поделитесь этим видео, чтобы и другие могли получать от жизни все.